Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и предлагаю для создания новогоднего настроения и для украшения дома связать вот такие вот ажурные снежинки крючком. Снежинки вяжутся из тонкой пряжи, это мерсеризованный хлопок, получается тонкая ажурная вязка, как будто морозный узор. Буду показывать каждый ряд, как провязывать узор снежинки. И, конечно же, связанную снежинку необходимо заблокировать, чтобы она сохранила свою красивую форму. Я для блокировки снежинки использовала клей ПВА. Подробно покажу, как блокирую узор снежинки. И при этом снежинка получается не жесткая, она мягкая, она гнется. Если вы хотите получить жесткую, твердую снежинку, то используйте крахмал. Для вязания снежинок я использую пряжу. Это мерсеризованный хлопок с красивым блеском. Пряжа Янард Бегония. Моточек 50 грамм, здесь 169 метров. И использую крючок номер 3,5. У меня, кстати, этот цвет не чисто белый. Это цвет 6282, называется кремовый. Есть у этой пряжи чисто белый, даже отбеленный цвет, номер 1000. Вот если хотите чисто белые снежинки, то приобретайте чисто белый цвет. Для вязания одной снежинки у меня ушло 10 грамм от моточка, поэтому одного моточка 50 грамм хватит на 5 снежинок. Я использую крючок номер 3,5, который рекомендован к этой пряже. Итак, приступаю к вязанию. И вначале делаю на пальце начальное кольцо из нити, вот просто вот такую воздушную петельку. Далее захватываю вот рабочую нить из центра петельки и провязываю вот первую воздушную петлю. Далее из кольца вводим крючок в кольцо, провязываю первый ряд столбики без накида. И всего необходимо в первом ряду провязать 8 столбиков без накида. Закончив вязать 8 столбик первого ряда, теперь затянем начальное кольцо так, чтобы в центре не оставалось дырочки. Этот хвостик мы потом закрепим на изнанке и перехожу на вязание второго ряда. И вначале необходимо сделать соединительный столбик вот из вершины первого столбика. Провязываю соединительный столбик. Далее 1 воздушная петля подъема. И теперь из той же точки, из вершины первого столбика провязываю столбик без накида. Набираю арочку, 3 воздушные петли. И из следующего столбика, вершины следующего столбика без накида провязываю столбик без накида. И вновь 3 воздушные петли. Итак, повторяю, на вершине каждого столбика предыдущего ряда столбик без накида, 3 воздушные петли. И у нас получится во втором ряду 8 арочек из 3 воздушных петель. Заканчиваю вязать второй ряд. Смотрите, здесь я провязала 7-ю арочку, выполняю столбик без накида. И теперь смотрите, 8-ю арочку мы провязываем так: 1 воздушная петля, делаем на крючок накид и теперь вводим крючок вот в вершину первого столбика второго ряда и провязываем полустолбик. И таким образом мы заканчиваем вязание на вершине вот последней 8-й арочки. Далее начинаем вязать третий ряд, 1 воздушная петля, вводим крючок вот в арочку и провязываем столбик без накида, получается, на 8-й арочке второго ряда. Далее набираем 4 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке предыдущего ряда. 4 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. И так провязываем третий ряд, выполняя арочки из 4 воздушных петель. В
конце ряда я вам покажу, как провязать последнюю 8-ю арочку. Заканчиваю вязать 3-й ряд и вяжу здесь уже 8-ю арочку. 1 воздушная петля, делаем на крючок накид и в начале ряда в вершину первого столбика без накида вводим крючок и провязываем столбик с 1 накидом. И тем самым у нас вязание заканчивается по центру 8-й арочки. Начинаю вязать 4-й ряд, 1 воздушная петля. И за вот эту арочку, на которой остановились, вводим крючок и провязываем столбик без накида. В 4-м ряду тоже вяжем арочки из 4 воздушных петель. Набираем 4 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. Вновь 4 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. И так провязываем арочки в 4-м ряду. Покажу, как завершить последнюю 8-ю арочку. Последнюю 8-ю арочку в 4-м ряду провязываем 1 воздушная петля, делаем на крючок накид, вводим крючок от вершину первого столбика без накида и провязываем столбик с 1 накидом. Вязание ряда закончилось по центру последней арочки. 1 воздушная петля и здесь провязываем 3 столбика без накида на первой арочке. Далее выполняем на вершине столбика без накида 1 столбик без накида. И на следующей арочке, уже на полной арочке, мы вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4 и 5 столбик без накида. Далее на вершине столбика без накида 1 столбик без накида. То есть у нас идет раппорт всего 6 столбиков без накида. Если считать арочку, 5 столбиков без накида и столбик без накида между арочками. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й столбик на вершине столбика без накида. Итак, продолжаю вязать столбики без накида и покажу, как заканчиваю ряд. Заканчиваю 5-й ряд и здесь провязываю столбик без накида на вершине столбика без накида между арочками. И далее вот на последней арочке, здесь мы провязали 3 столбика без накида в начале и провязываем 2 столбика без накида и переходим к вязанию 6-го ряда. Чтобы перейти к вязанию, смотрите, завершаем ряд, немножко вытягиваем рабочую петлю и здесь вкалываем крючок за полупетли вот первого столбика и протягиваем рабочую петлю на изнанку. Подтягиваем назад рабочую петлю и набираем 1 воздушную петлю подъема для вязания 6-го ряда. И 6-й ряд начинаем вязать с рельефных столбиков без накида. Смотрите, заводим крючок здесь с изнанки на лицевую за вершину вот первого столбика без накида и провязываем столбик без накида, как на вершине первого столбика без накида. И далее провязываем еще 2 столбика без накида. И смотрите, провязав 3-й такой рельефный столбик без накида, мы вывязываем далее шишечку. Вначале выполняем 3 воздушные петли, делаем на крючок накид, далее вводим крючок вот в 2 петельки столбика без накида и провязываем накид. Вновь делаем на крючок накид, вводим крючок в ту же точку в основании столбика как и провязываем 2-й накид. Далее вершину 2 столбиков с накидом провязываем вместе и заканчиваем шишечку, выполнив 3 воздушные петли. И выполняем соединительный столбик, вот за те же ниточки вводим крючок в основании столбиков и провязываем соединительный столбик. И у нас образовалась вот такая шишечка. Далее вяжем 3 рельефных столбика без накида по ряду. Здесь за вершины
столбиков без накида предыдущего ряда вводим крючок и провязываем столбик без накида. И над третьим столбиком без накида выполняем точно такую же шишечку. 3 воздушные петли, делаем накид, вводим крючок вот за 2 ниточки столбика без накида, провязываем накид, делаем еще раз накид, за те же ниточки вводим крючок, провязываем второй накид, затем провязываем все петли с крючка. 3 воздушные петли и заканчиваем шишечку, сделав соединительный столбик, вводим крючок за те же ниточки вот столбика без накида. И далее 3 рельефных столбика без накида по ряду. Заканчиваю вязать 6-й ряд. И здесь, смотрите, я уже провязала 15 вот таких шишечек. После 15 шишечки здесь выполняю вот последние рельефные столбики без накида. 1, второй рельефный столбик без накида. И далее, смотрите, 3-й столбик без накида, тоже рельефный. И на его вершине буду делать как шишечку 16-ю, также 3 воздушные петли в начале. И здесь провязываю вот на вершине столбика без накида в начале вот 1 накид, далее второй накид провязываю, и смотрите, 3-й столбик провязываем, как будет 3 столбика с одной вершины, вводим крючок за вершину столбика без накида, и вначале мы здесь вытягиваем петельку и провязываем только ее, и после накид, то есть немножко удлиняем вот этот крайний 3-й столбик, и после уже провязываем все петли с крючка. И заканчивается вязание 6-го ряда здесь на вершине шишечки. Делаем 1 воздушную петлю, и теперь на вершине шишечки провязываем столбик без накида и вводим крючок, вот видите, за все вот эти вот ниточки вершины шишечки, и провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, набираем 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. И на 3-й петле, 1, 2, 3, от начала отсчитываем, выполняем соединительный столбик. И здесь у нас на вершине получается вот такая петля будет на вершине арочки. После соединительного столбика 2 воздушные петли, и далее столбик без накида на следующей шишечке. Далее вторую арочку вяжем просто 5 воздушных петель и закрепляем на вершине следующей шишечки столбиком без накида. И следующую арочку вяжем уже вот с петлей по центру. Для этого набираем 7 воздушных петель и делаем соединительный столбик на 3-й петли от начала. После 2 воздушные петли и далее столбик без накида на вершине следующей шишечки. И следующая арочка 5 воздушных петель. Итак, чередуем простую арочку из 5 петель и арочку вот с вот такой петлей по центру. Заканчиваю вязать 7-й ряд, и смотрите, между последними шишечками нужно провязать арочку из 5 воздушных петель. И здесь, провязав столбик без накида на шишечке, я делаю вместо арочки столбик с 3 накидами. Делаю 3 накида на крючок, ввожу крючок вот в вершину столбика без накида на первой шишечке и провязываю 3 накида. И столбик с 3 накидами будет равен длине арочки из 5 воздушных петель. 1 воздушная петля, и теперь на первой арочке провязываю 4 столбика без накида. 4. Далее
Переходим на обвязку арочки вот с петлей по центру. Вот над шишечкой мы не провязываем столбик без накида, переходим сразу на следующую арочку и провязываем здесь 2 столбика без накида. Теперь смотрите, вот в центр вот этой петли вводим крючок, растягиваем и здесь провязываем из вот этой петли на центре арочки 5 столбиков без накида. 4 и 5 столбик без накида. Переходим на вторую половину арочки, здесь 2 столбика без накида. И переходим сразу на следующую арочку из 5 петель. Здесь провязываем 4 столбика без накида. 3, 4. И обвязываем следующую арочку с петлей по центру. В начале 2 столбика без накида. Теперь из вот этой петли, из центра, провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4 и 5 столбик. И по второй половине арочки 2 столбика без накида. И далее повторяем и обвязываем все арочки. Заканчивая вязание 8 ряда, в котором мы обвязывали арочки столбиками без накида. И здесь после последней арочки, смотрите, делаю сразу соединительный столбик на вершине вот первого столбика без накида в начале вот первой арочки. Далее 1 воздушная петля, петля подъема 9 ряда, и на вершине вот первого столбика выполняю столбик без накида. Далее арочка 3 воздушные петли. И здесь, смотрите, пропускаем 2 вершины столбиков и на 4 столбике, получается, провязываем столбик без накида. И далее вот на вот этой арочке вот с такой пимпочкой начинаем вывязывать луч снежинки. И в начале вот на первом столбике, который мы вязали на петле по центру арочки, вот на вершине первого столбика, провязываем как 2 основания столбиков с одним накидом, то есть провязываем только накид. Далее провязываем вершину 2 столбиков с одним накидом. После выполняем арочку 3 воздушные петли. Вновь делаем на крючок накид на следующей петле, на следующей вершине столбика. Вновь провязываем 2 накида, только 2 накида с крючка, затем общую вершину 2 столбиков вместе, провязываем все петли с крючка и здесь выполняем 1 воздушную петлю. Далее смотрите, на 3 петле будем вязать 3 группы 2 столбиков с одной вершиной. Для этого провязываем вот сначала 2 накида только с крючка, далее общая вершина 2 оснований столбиков, 1 воздушная петля. И с этой же точки, то есть из вершины этого же столбика, который на самой вершине, 3 столбик, вновь провязываем 2 накида, общую вершину столбиков, 1 воздушная петля. И 3 раз, то есть из той же 3 петли, 3 столбика, 2 накида, общую вершину, 1 воздушная петля. И далее уже на вершине 4 столбика провязываем вновь 2 основания столбиков с накидом, то есть провязываем 2 накида, общая вершина столбиков и здесь 3 воздушные петли. И уже на вершине 5 столбика провязываем тоже здесь 2 накида. Далее общая вершина и выполняем здесь вот пропускаем 2 петли, 2 столбика без накида, и вот идет следующая арочка на вершине первого столбика по следующей арочке провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, здесь пропускаем 2 столбика и на 4 столбике закрепляем арочку, столбик без накида, и начинаем обвязывать следующий луч точно так же как предыдущий. И здесь мы вяжем по столбикам без накида, которые вот обвязывали вот эту вот
центральную петельку. То есть 2 столбика пропускаем и на следующем, вот первый столбик обвязки центральной петли. Здесь на первом столбике провязываем 2 накида, как 2 основания столбиков с накидами, и затем общая вершина, 3 воздушные петли. Далее на второй вершине столбика провязываем 2 накида, общая вершина столбиков, 1 воздушная петля. Теперь на третьем столбике здесь будем провязывать 3 группы. Провязываем 2 накида, общая вершина, 1 воздушная петля. Вторая группа, провязываем здесь 2 накида, общая вершина, 1 воздушная петля. И из той же точки получается третья группа, провязываем 2 накида, общая вершина, 1 воздушная петля. И теперь уже на четвертой вершине столбика вновь провязываем 2 накида, общая вершина, и здесь 3 воздушные петли. И на пятом столбике провязываем 2 накида, общая вершина, и затем переходим на следующую арочку. Здесь 2 столбика пропускаем, вот здесь на первом столбике на следующей арочке столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, и на вершине 4 столбика столбик без накида. И повторяем обвязку следующего луча. Итак, провязываем этот ряд. Итак, дорогие друзья, я закончила вязать 9 ряд, и в конце 9 ряда мы делаем соединительный столбик от вершину первого столбика без накида перед первой арочкой. И здесь у нас уже сформировались 8 лучей, и 10 ряд заключительный мы будем делать обвязку снежинки. И делаем здесь вначале 1 воздушную петлю, и здесь идет первая арочка из 3 воздушных петель, выполняем на ней 3 столбика без накида. Далее переходим на обвязку луча. Выполняем столбик без накида вот здесь на вершине вот столбиков. Первый столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных петель. Выполняем 3 столбика без накида. И здесь вот здесь арочки луча над третьим столбиком выполняем пико. 3 воздушные петли. И соединительный столбик. Вводим крючок вот за 2 ниточки столбика без накида и провязываем соединительный столбик. После первого пико выполняем 4 столбика без накида. Здесь на вершине столбиков, между, вот на арочке 1 воздушная петля, еще раз на вершине столбиков, и здесь между вот столбиками на арочке 1 воздушная петля. Далее делаем накид, и здесь вот на самой верхней вершине столбиков вначале провязываем первый столбик с 1 накидом и выполняем пико. 3 воздушные петли и вводим крючок вот здесь вот за 2 ниточки вершины столбика и провязываем первое пико. Далее выполняем здесь из той же точки, провязываем 1 накид, еще раз делаем накид, провязываем 2 накид и далее вершину столбика. И выполняем тоже на вершины 2 столбиков, провязываем пико. 3 воздушные петли, вводим крючок вот здесь за 3 ниточки, получается вершина 2 столбиков, и провязываем соединительный столбик. Далее третий раз из той же точки, из верхнего столбика, провязываем столбик с накидом, и после еще делаем пико. 3 воздушные петли, вводим крючок здесь за 2 ниточки вершины столбика и провязываем соединительный столбик. Далее идет 4 столбика без накида, вот между столбиками, столбик без накида на вершине столбиков, между столбиками без накида, с накидом, на вершине столбиков. Здесь вот на арочке из 3 воздушных петель столбик без накида. На вершине первого столбика выполняем пико,
3 воздушные петли, вводим крючок вот за 2 ниточки вершины столбика и провязываем соединительный столбик. Далее еще 2 столбика без накида, столбик без накида на вершине столбиков. И переходим вот на вязание обвязки арочки между лучами. Здесь 3 столбика без накида. И далее повторяем обвязку, выполняем столбики без накида с пико в том же порядке и обвязываем все 8 лучей снежинки. Снежинка готова, но как вы видите, сейчас она бесформенная и ее необходимо блокировать. Я буду блокировать снежинку с помощью клея ПВА. И сейчас покажу весь процесс. Итак, друзья, для блокировки снежинки потребуется вот небольшой лист ПВА. Это у меня лист от потолочной плитки. Не нужен большой кусочек, достаточно, чтобы на него помещалась ваша снежинка. Клей ПВА, обычный клей, и емкость и булавки. И вначале наливаем клей в емкость. Далее снежинку необходимо замочить, чтобы она пропиталась клеем. И теперь снежинку, замоченную в клею, необходимо на пенопласте аккуратно расправить, разровнять узор, каждое пико вытянуть, каждый лучик расправить. В принципе, здесь даже без булавок снежинка держит форму. Ну, какие-то моменты можно заколоть. То есть мы вот вершины лучей закалываем, блокируем булавками.